Глава 1541. Огненная янская раса. К этому моменту другие змеиные существа уже закончили расчленять гигантского краба. Завернув все части краба и его плоть, отделенные от его туши, понесли их на спине. Каждый из свертков за спиной был более 20 футов в высоту и почти вдвое больше змеиных существ, которые находились под ними. Однако эти существа могли с легкостью нести эти свертки, что явно указывало на их необычайную силу. 4 женщины отнесли Хань Ли к группе, и их лидер отдал приказ покинуть долину. Покинув долину, Хань Ли обнаружил, что океан находится всего в нескольких километрах отсюда. Поскольку море было так близко к этому месту, неудивительно, что такие существа, как гигантский краб, время от времени появлялись здесь. Однако в тот момент поверхность океана была очень спокойной. Иногда дул соленый ветерок, но особо сильных волн не было видно. Именно из-за этого Хань Ли не слышал звуков океанского прилива в долине. Пока змеиные существа несли Хань Ли вдоль берега моря, он осматривал окружение и быстро обнаружил, что этот берег моря не принадлежал континенту. Он находился на острове, который не выглядел очень большим. Пройдя еще около 10 километров, группа подошла к груди камней, между которыми стояло около 8 длинных и тонких костяных лодок. Одна из них была особенно большой, и казалось, на ней могли разом плыть человек 5, в то время как все остальные, казалось, были способны нести только около 2 человек каждый. У каждой из этих костяных лодок был заостренный конец, в то время как другой конец состоял из резных фигур различных звериных голов. Хань Ли и 2 женщины сели в самую большую лодку, в то время как другие сели на лодки меньшего размера. После этого они отправились в океан, рассекая костяными веслами волны. Обладая удивительной силой и выносливостью, змеиные существа могли грести веслами почти без остановки, и лодки мчались по волнам, как стрелы. Океан был чрезвычайно спокойным, и их путешествие прошло плавно, ни один морской зверь не напал на них. Спустя всего 2 часа впереди появилось черное пятно, и это был еще один остров. Хань Ли прищурился, и в его зрачках вспыхнул синий свет, в результате чего он смог приблизительно оценить остров издалека. Остров был среднего размера, его площадь составляла примерно несколько сотен километров. На самом острове простирались холмистые горы и густые леса, что делало его довольно хорошим местом для проживания. Однако на вершине самой высокой горы острова было что-то красное, в то время как остальная часть горы, казалось, была покрыта пеплом и копотью. Это был вулкан. Хань Ли не смог провести более тщательный осмотр острова, так как он еще не восстановил свою магическую силу, поэтому он не мог добавить больше силы в свои глаза духовного прозрения. Костяные лодки неслись через океан, быстро приближаясь к острову. Вскоре они оказались менее чем в 10 километрах от острова. Прямо в этот момент в чистом небе внезапно возникло множество темных облаков, после чего поднялся завывающий ветер, и с небес обрушился проливной дождь. Скорость, с которой погода могла меняться в море, была поистине поразительной, однако ничто из этого не могло создать препятствий для костяных лодок, поскольку все змеиные существа нажали на бугорки на своих лодках, вызывая тем самым миниатюрные заклинательные формации с нижней стороны лодок. Внезапно появились белые световые барьеры, охватившие собой все лодки. Однако змеиные существа по-прежнему были довольно серьезными, несмотря на принятые ими меры. Это произошло потому, что, когда погода резко сменилась, одновременно поднялись массивные волны, похожие на высокие здания, и обрушились на маленькие лодки. Эти лодки были всего 30 футов в высоту и были чрезвычайно крошечными перед лицом этих массивных волн, поэтому, естественно, они не могли оказать большого сопротивления. Однако из-за того, что их защищали световые барьеры, лодки не собирались сразу опрокидываться. Но даже в этом случае их путешествие стало чрезвычайно опасным, и они могли только плыть по течению, не в силах продвинуться ни в малейшей степени. Хань Ли слегка заволновался при виде этого, но, взглянув на 2 змеиных женщин в лодке, он обнаружил, что у них обоих были мрачные выражения на лицах, но, похоже, они не паниковали. Казалось, что у этих существ была какая-то стратегия противодействия стихиям. И действительно, как раз в тот момент, когда костяные лодки чуть не попали в опасную ситуацию, с острова впереди внезапно вырвался луч белого света, и этот свет во вспышке пробился сквозь темные облака поблизости. С оглушительным грохотом из-за темных облаков вырвался массивный шар света. Белые ударные волны пронеслись по воздуху во всех направлениях, создав гигантскую дыру в облаках с радиусом около 1000 футов. Хань Ли был очень ошеломлен увиденным и снова посмотрел на остров. Однако только что появившийся столб света исчез так же быстро, поэтому он не смог определить точку на острове, откуда тот возник. После того, как в темных облаках была пробита дыра, завывающий ветер и массивные волны на поверхности океана немного утихли. Было не так мирно и спокойно, как раньше во время их путешествия, но определенно намного лучше. Таким образом, змеиные существа снова быстро гребли на своих лодках к острову. Через некоторое время костяные лодки прибыли в природный причал острова и высадились. Хань Ли также вынесли на берег на самодельных носилках, которые они сделали для него.
В этот момент Хань Ли снова повернулся к ближайшему небу. Было совершенно ясно, что эффект подавления светового столпа не может длиться очень долго. Дыра в небе снова была затянута темными облаками, в результате чего снова поднялись жестокие ветры и массивные волны. Однако все это не имело значения для змеиных существ, которые уже благополучно достигли берега. Созерцательное выражение появилось на лице Хань Ли, и он очень заинтересовался существом на острове, которое ранее выпустило этот белый столб света. Несмотря на то, что его духовное чутье в тот момент было сильно истощено, он все еще мог ощущать, что духовная сила в столпе света была довольно хаотичной и разнообразной, что указывало на то, что она определенно не была высвобождена неким могущественным существом. Вместо этого казалось, что он был выпущен некой формацией или сокровищем, заимствовавшим силу духовных камней. Хань Ли, естественно, не считал такой уровень силы пугающим, но ее появление на таком маленьком иностранном острове было для него довольно любопытным. Однако эти мысли промелькнули в голове Хань Ли только на мгновение, прежде чем он снова сосредоточил свое внимание на происходящем перед ним. На этом небольшом причале никого не было. Вдоль берега стояло всего несколько каменных хижин разной высоты, а также массивный каменный столб высотой более 1000 футов. На вершине колонны была также небольшая деревянная хижина, и, похоже, там обитали и другие змеиные существа. Прямо в этот момент около 8 существ вышли из каменных хижин на берегу, и большинство из них были женщинами, а меньшинство — мужчинами. Их вела красивая змеиная женщина с пышным телом, на вид которой было чуть больше 20. Женщина взглянула на выпуклые свертки на спинах змеиных существ, и на ее лице появилась очаровательная улыбка. Однако ее улыбка слегка дрогнула при виде Хань Ли. В этот момент лидер охотничьего отряда поклонился женщине и сказал ей что-то с серьезным выражением на лице. Услышав его слова, взгляд женщины переместился на нижнюю часть тела Хань Ли, и на ее лице появилось потрясенное выражение. Внезапно она скользнула к Хань Ли в изящной и соблазнительной манере, а затем сказала что-то на странном языке. Хань Ли приподнял бровь и покачал головой. Однако змеиная женщина не сдалась. Она переключилась между использованием 7 или 8 разных языков, и последний язык в этой последовательности действительно был тем, который понимал Хань Ли. Это был язык расы летающих духов, однако женщина, говоря на этом языке, слегка заикалась, что явно указывало на то, что она не очень бегло говорила на нем. «Вы знаете язык расы летающих духов?» Удивился Хань Ли. Женщина пришла в восторг от того, что Хань Ли знает язык расы летающих духов, и сразу же поклонилась, говоря: «Вы тоже знаете этот язык, уважаемое высшее существо?» «Это фантастика. Я помощница жрицы огненной яньской расы, Янну. Могу ли я иметь честь узнать ваше имя, уважаемое высшее существо? Вы можете называть меня мастером Ханем. Огненная яньская раса. Я впервые слышу о вашей расе. Я попал сюда в результате несчастного случая. Как называется эта часть моря?» Спросил Хань Ли, нахмурив брови. «Наша огненная яньская раса — лишь небольшое ответвление расы Наги, так что нет ничего странного в том, что вы не слышали о нас, мастер Хань. Для нас большая честь, что в нашей расе появилось такое уважаемое высшее существо, как вы. Однако я всего лишь помощница жрицы, поэтому я мало знаю о существах высшей расы в близлежащем районе моря. Я немедленно отведу вас к нашей верховной жрице, и если у вас есть какие-либо вопросы, она сможет ответить на них», — ответила змеиная женщина в манере, которая не была ни высокомерной, ни скромной. Услышав это, глаза Хань Ли слегка сузились. Его глаза блуждали по женщине, и он почувствовал слабую духовную ци, исходящую из ее тела. Эта женщина была только на стадии уплотнения ци, но она действительно была культиватором. Однако, учитывая, что ее уровень культивации был настолько низким, их верховная жрица, скорее всего, была недостаточно сильна, чтобы представлять для него угрозу. Эта последовательность мыслей пронеслась в голове Хань Ли мгновенно, и он быстро принял решение и равнодушно кивнул. Женщина также вздохнула с облегчением, получив одобрение Хань Ли. В ее глазах аура этого высшего существа была действительно довольно странной. Если его можно было назвать могущественным, проблема заключалась в том, что духовное давление, исходящее от его тела, почти не существовало и едва ли было сильнее ее собственного. Однако, если бы кто-то назвал его слабым, она бы не согласилась, поскольку ее духовное чутье было совершенно не способно определить его уровень культивации. Такую странную ситуацию, естественно, следовало оставить на усмотрение верховной жрицы. Таким образом, отдав несколько инструкций только что вернувшемуся отряду охотников, она вытащила кожаный мешочек, а затем выпустила изнутри белоснежную духовную птицу. Эта птица размером с кулак напоминала попугая. Однако его глаза были ярко-красного цвета, как если бы они были парой миниатюрных огненных шаров. Женщина несколько раз погладила птицу.
Та странным образом кудахнула и вылетела из ее рук. Затем она мгновенно улетела вглубь острова в виде полоски белого света, исчезнув всего за несколько вспышек. Я уже отправила сообщение нашей верховной жрице. «Позвольте мне провести вас в наш город огненного Янь, мастер Хань», — сказала женщина с улыбкой. Хань Ли просто кивнул и закрыл глаза, услышав это. Таким образом, женщина немедленно возглавила остальных 4 женщин, которые несли носилки Хань Ли к центру острова по небольшой каменной дорожке. Глава 1542. Верховная жрица. Остров был размером в несколько сотен километров, и хотя эти змеиные женщины скользили довольно быстро, им, скорее всего, потребовалось много времени, чтобы добраться до центра острова. Однако спустя несколько километров под руководством Ян впереди появилась грубая лачуга. Внутри было несколько змееподобных существ мужского и женского пола, присматривавших за дюжиной или около того зверей-ящериц. На другом конце хижины стояла черная карета, накрытая черной тканью из какого-то неизвестного материала. Как только они заметили помощницу жрицы, 2 из них немедленно бросились к ней и почтительно поприветствовали. Янь отдала несколько приказов в ответ, указывая на вышеупомянутую черную карету. 2 змеиных существа, похоже, были довольно удивлены услышанным и невольно взглянули на Хань Ли, решительно кивая в ответ. Затем они немедленно вернулись в хижину и запрягли пару ящериц в черную карету, а после позвали остальных. Таким образом, женщины-змеи осторожно подняли Хань Ли в черную карету, и 2 из них сели на зверей-ящериц, тянущих экипаж, в то время как другие сели на остальных 3 зверей-ящериц. Из-за того, что у этих змееподобных женщин не было ног, к спинам каждой из ящериц было прикреплено трубчатое седло, которое позволяло им вставлять хвосты. Таким образом, группа продолжила свой путь. Эти звери-ящеры были довольно неуклюжими и были созданы для довольно ухабистой езды, но были довольно быстры в своих движениях, что значительно ускорило их передвижение. 4 часа спустя они прибыли перед земляным городом. Это был настоящий земляной город, полностью построенный из желтой грязи и размером всего несколько километров. Здания в городе также были в основном построены из глины, а внутри было очень мало каменных зданий. Хань Ли был слегка удивлен увиденным, но не подал виду. Вместо этого посмотрел на дюжину змеиных стражников у городских ворот. Эти охранники также были в основном женщинами, среди которых мужчин было куда меньше, и все они были одеты в доспехи, изготовленные из неизвестных материалов. За спинами у них мерцали серебряные алебарды с серебряными длинными серебряными снарядами, создавая впечатление, что они вооружены до зубов. Издалека Хань Ли уже мог сказать, что на ближайших земляных стенах стояло множество вооруженных змеиных существ, и казалось, что все они были в состоянии повышенной готовности. Прибыв к городским воротам, Яну остановила свою ящерицу и спрыгнула с ее спины. Змеиная женщина среди охранников у ворот немедленно направилась к Яну, поздоровалась с улыбкой на лице. Яну тоже что-то сказала в ответ, но улыбка на ее лице сменилась серьезным выражением, указав на карету позади нее. Улыбка женщины-охранника также исчезла, и она торжественно кивнула. Затем она махнула рукой, и охранники сразу же открыли путь, чтобы пропустить всех. Таким образом, Яну снова запрыгнула на свою ящерицу, и группа вошла в город. Хань Ли сел в карете и осмотрелся вокруг. Земляной город был не очень большим, но улицы были довольно широкими и вымощены тусклыми белыми камнями, что резко контрастировало с землисто-желтыми зданиями вокруг них. По улицам скользило множество змеиных существ. Все мужчины были сильными и мускулистыми, женщины — гибкими и спортивными. Большинство из этих существ было вооружено. Даже змеиные дети ростом всего в несколько футов также несли небольшое оружие, которое, похоже, было сделано из дерева. После этих наблюдений Хань Ли глубоко задумался. Он впервые услышал об этой расе Нага, но явно это была раса воинов. Ему также было любопытно, было ли у этой расы большое количество культиваторов. Эти смертные змеиные существа были уже достаточно могущественны по стандартам смертных, и если в их рядах была большая часть культиваторов, то это, скорее всего, была довольно могущественная чужеземная раса. В таком случае, как он мог никогда о них не слышать, Хань Ли также заметил, что в этой огненной янькой расе явно было больше женщин, чем мужчин. Судя по приблизительным подсчетам, которые он вел в своей голове, оказалось, что здесь было более чем в 2 раза больше женских существ по сравнению с мужчинами. Кроме того, их нижние змеевидные части тела также отличались по цвету. Большинство из них были зелеными или желтыми и, казалось, принадлежали к самому низкому рангу. Было очень мало существ с белым и черным хвостом, но к большинству из них относились с уважением и почитали их, что указывало на то, что они были важными фигурами в расе. Хань Ли втайне проанализировал все, что видел, и вскоре карета прибыла на площадь, вымощенную гладкими и ровными каменными панелями. С одной стороны площади находился большой дворец, построенный из дерева и глины,
а для его украшения использовались разноцветные ракушки. Однако ничто из этого не привлекло внимания Хань Ли. Вместо этого его взгляд был прикован к странному объекту в центре площади. Это был конический объект, который, казалось, был построен из материала, похожего на медь. Он был более 100 футов в высоту и имел широкое основание, которое сужалось кверху. По всей поверхности объекта были изображены странные узоры, а также от них исходил слабый слой белого света. Вокруг объекта стояло около 8 змеиных существ в белых одеждах, и у всех из рук мерцал духовный свет. Хань Ли прищурился и сразу же определил, что эти существа что-то загружали в нижнюю часть этого странного объекта. Это были предметы размером с кулак, но разноцветные и не походили на духовные камни. Более того, даже несмотря на то, что все эти змеиные существа в белых одеждах излучали духовные колебания ци, их уровни культивации были ниже, чем у Янь-У. Как только группа Янь-У прибыла, к ним подошли 2 существа в белых одеждах. В этот момент Хань Ли вынесли из экипажа и осторожно поместили на бамбуковый стул, который кто-то вынес для него. Хань Ли с равнодушием смотрел, как змеиные существа разговаривают друг с другом. Он ничего не мог понять, но было совершенно ясно, что 2 существа в белых одеждах относились к Ян-У с большим уважением. В этот момент из дворца на другой стороне площади внезапно появились 2 ряда змеиных существ в белых одеждах. Один ряд состоял исключительно из женщин, а другой — только из мужчин, и все они медленно направились к Хань Ли. При виде этого змеиные существа изменились в лицах и немедленно попятились в стороны с уважительными выражениями на лицах. 2 ряда существ в белых одеждах также остановились, а затем из их группы вышло существо в красных одеждах. При виде этого существа на лице Хань Ли мелькнуло удивление. Это была женщина с набором обычных черт лица и худощавым телом. Нижняя часть ее тела состояла из пары человеческих ног, а не змеевидного хвоста, и что было еще более удивительно, он мог чувствовать колебания магической силы на стадии зарождающейся души, исходящие от ее тела. Все присутствующие змеиные существа в белых одеждах также обладали духовными колебаниями ци, но те, у кого была самая высокая база для культивации, были просто парой мужских существ, которые находились на стадии заложения основ. Все остальные были только на стадии уплотнения ци, как и Ян-У. Таким образом, высокоранговый культиватор, такой как женщина в красном, естественно, торчал наружу, как больной палец. Удивленное выражение появилось на лице женщины после того, как она взглянула на Хань Ли, но вскоре она собралась силами и поспешно направилась к нему. Младший Хо Юэ выражает свое почтение старшему Ханю. Женщина почтительно поклонилась, бегло говоря на языке расы летающих духов. «Вы — верховная жрица огненной янской расы?» — спросил Хань Ли. «Все так. Это неподходящее место для разговоров. Предлагаю поговорить в главный зал, старший», — сказала женщина с улыбкой. «Конечно, я бы также о многом хотел вас расспросить», — кивнул Хань Ли. «Спасибо за то, что удостоил меня своим присутствием, старший. Вы все, поторопитесь и отнесите старшего во дворец». Женщина была в восторге и сразу же повернулась, чтобы дать наставление змеиным женщинам в белых одеждах. Ряд змееподобных женщин немедленно впал в хаотическое безумие, после чего 2 из них поспешно бросились вперед, а затем очень осторожно отнесли бамбуковый стул, на котором сидел Хань Ли, к дворцу. Затем женщина махнула рукой, и все остальные тоже последовали за ней. Спустя несколько мгновений Хань Ли оказался в зале дворца. Хань Ли и женщина в красном были единственными, кто сидел в зале, в то время как все остальные змеиные существа почтительно стояли поблизости. «Как ваше состояние, старший? Я вижу, что у вас много проблем с передвижением. У меня есть несколько таблеток, которые я изготовила, которые могут помочь восполнить энергию и восстановить тело. Не желаете их попробовать, старший?» Уважительно спросила женщина. «Ничего страшного, я столкнулся только с незначительной проблемой со своей культивацией. Я буду в порядке после того, как немного отдохну», — с легкой улыбкой на лице ответил Хань Ли. «Хе-хе, приятно это слышать. Я получила сообщение от УР, в котором говорилось, что вы хотели бы задать мне несколько вопросов, старший. Я обязательно расскажу вам все, что знаю», — сказала женщина. Я хотел спросить вас, как называется этот регион моря, а также есть ли в этом районе известные культиваторы», — проговорил Хань Ли. Услышав это, на лице женщины появилось своеобразное выражение, но она все же ответила. Эта область известна как острова огненных кораллов, и поблизости нет особо могущественных даосистов. Самые могущественные из них обладают уровнем культивации, сопоставимым со мной. Острова огненных кораллов. «У вас есть карта местности?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. «Конечно. Однако все карты, которые у меня есть, снабжены комментариями из нашей расы нагов, поэтому я предлагаю вам сначала выучить наш язык, а потом изучать карту старшей», — предложила женщина с улыбкой. Хань Ли слегка нахмурился, услышав это, и только через короткое время он кивнул в ответ.
Конечно. Небольшое духовное чутье, которое Хань Ли сохранил, нельзя выпустить из тела, но, естественно, его было достаточно, чтобы прочитать нефритовую пластинку или что-то в этом роде. Услышав это, на лице женщины появилась ласковая улыбка, и она достала блестящий черный осколок камня, а затем передала Хань Ли. После столь долгого отдыха Хань Ли восстановил часть своей магической силы, но все еще чувствовал себя довольно слабым. Он мог сказать, что каменный осколок был чем-то похожим на нефритовую пластинку, поэтому он открыл рот, выплюнув вспышку лазурного света, и приложил каменный осколок к колбу, чтобы изучить его содержимое. Однако прямо в этот момент каменный осколок внезапно взорвался, и оттуда вырвался поток угольно-черного тумана, рассеявшись по воздуху и окутав тело Хань Ли. Глава 1543. Божественная таблетка палящего солнца. Хань Ли сидел неподвижно и закрыл глаза, пока на него опускался туман. Туман долго кружился вокруг Хань Ли, а затем полностью растворился. Как только туман рассеялся, Хань Ли открыл глаза, и когда он снова заговорил, он использовал язык, идентичный тому, что использовали змеиные существа. Это довольно интересная техника изготовления инструмента. Я мог бы изучить содержимое каменного осколка даже без использования моего духовного чутья. Вы слишком добры, старший. Это всего лишь незначительный трюк, который мы получили путем экспериментов. Вот карта острова огненных кораллов, старший, ответила женщина со скромной улыбкой и бросила белый каменный осколок Хань Ли. На этот раз каменный осколок не взорвался. Вместо этого он был притянут к его лбу духовным светом, выпущенным из его рта, и завис там неподвижно. Хань Ли слегка прищурился, и на его лице появился намек на недоумение, но выражение его лица быстро снова стало нормальным. Женщина в красном была несколько озадачена реакцией Хань Ли, но ничего не сказала. Несколько мгновений спустя белый каменный осколок отделился от лба Хань Ли, а затем вернулся к женщине. Женщина поймала каменный осколок и убрала его, а Хань Ли остался молчать с задумчивым взглядом на лице, по-видимому, глубоко задумавшись о чем-то. Женщина просто улыбнулась и не стала мешать ему думать. Через некоторое время Хань Ли поднял голову и подумал: как я понял, это место довольно близко к Громовому континенту. До него всего полгода полета. Полгода. Это только на вашей скорости, мастер. Если мы сможем попасть на Громовой континент хотя бы меньше, чем за несколько десятилетий, и это даже без учета опасностей, с которыми мы столкнемся по пути, уже будет чудом, с кривой улыбкой на лице усмехнулась женщина. Хань Ли кивнул, а затем спросил: судя по картам, ваша огненная янькая раса контролирует совсем немного островов. Остальные острова также населены. Это действительно правда, что наша раса владеет очень немногими островами, и на самом деле этот остров огненных облаков единственный, на котором можно жить. Остальные острова — это просто место, куда наши братья отправляются на поиски пищи и материалов. Большинство островов огненных кораллов находится под контролем других могущественных рас, а некоторые населены исключительно существами высшей расы, такими как вы, старший. Нашу огненную яньскую расу при любых обстоятельствах нельзя назвать могущественной или выдающейся, разочарованно сказала женщина. Понимаю, Хань Ли кивнул и вдруг замолчал. Однако, немного помедлив, женщина спросила: похоже, вы пришли из очень далекого места, старший. Могу я спросить, зачем вы здесь? Хотя мой уровень культивации довольно жалкий, наша раса населяла этот остров для долгое время, и мы будем рады оказать любую посильную помощь. Женщина, казалось, очень хотела угодить. Я действительно не из этой области. Я непреднамеренно активировал какое-то ограничение в другом месте и был телепортирован сюда. Во время процесса телепортации произошла небольшая авария, и я оказался в таком жалком состоянии, равнодушно ответил Хань Ли. Вовсе нет, старший. В данный момент у вас проблемы с передвижением, но я чувствую, что ваш уровень культивации непостижимо велик для меня. Вам нужно место с чрезвычайно богатой духовной ци для вашего отдыха и восстановления сил, верно, старший? Остров огненного облака может быть не очень большим, но у нас есть несколько блестящих духовных вен. Если вы не возражаете, мы были бы более чем рады предоставить вам место для отдыха и восстановления, сказала женщина с почтительной улыбкой на лице. Вы хотите, чтобы я отдыхал на вашем острове? Хань Ли неоднозначно усмехнулся. Женщина была слегка взволнована его ответом и поспешно добавила: будьте уверены, старший, духовные вены на нашем острове не хуже, чем на более крупных близлежащих островах. Вдобавок, у нас есть несколько редких духовных лекарств и запас духовных камней на острове, которые вы можете использовать, как вам заблагорассудится, старший. Улыбка Хань Ли исчезла, когда он услышал это. Внезапно его голос стал холодным. У меня нет привычки принимать бесплатные подачки, и я не люблю людей, которые действуют и говорят окольными путями. Если вам есть что сказать мне, просто скажите, что вам нужно.
Услышав ответ Ханли, женщина поняла, что вела себя слишком отчаянно и, изменившись в лице, тяжело вздохнула. «Поскольку вы уже определили мои намерения, я больше не буду скрывать от вас ничего, старший. Вы все можете идти». Последнее предложение женщины было адресовано змеям в зале. Все змеиные существа немедленно поклонились и покинули зал. Ханли смотрел на нее со спокойным выражением лица, не говоря ни слова. После того, как все змеиные существа ушли, женщина повернулась к Ханли с торжественным выражением лица и спросила: «Что вы думаете по поводу моего уровня культивации?» «Довольно сносное», — спокойно ответил Ханли. «Всего месяц назад я была похожа на других моих собратьев, и у меня не было такого тела, принадлежащего существам высшей расы», — продолжила женщина со своеобразным выражением в глазах. «Что вы имеете в виду, когда говорите о высшей расе?» — спросил Ханли, приподняв бровь. «Я, естественно, имею в виду тех, кто достиг тела высшей расы. Только культиваторы моего ранга культивации могут достичь тела высшей расы», — объяснила женщина с улыбкой. Сердце Ханли слегка дрогнуло от ее слов, но выражение его лица осталось неизменным. Он кивнул и спросил: «А? Судя по вашим словам, вы, кажется, достигли этого уровня культивации необычными способами. Может быть, вы приняли какую-то духовную таблетку или использовали секретную технику, чтобы насильственно поднять свою культивацию до этого уровня. Ваша мудрость поистине не имеет себе равных, старший. Я действительно приняла несколько редких таблеток, а затем использовала чрезвычайно разрушительную секретную технику, чтобы поднять свой уровень культивации до этого уровня. Однако из-за этого моя культивация больше никогда не будет прогрессировать, и моя продолжительность жизни также сократилась до менее чем половины других высших существ того же ранга. Я сделал это, потому что наша огненная инская раса действительно находится в серьезной опасности, и у меня нет другого выбора, кроме как поставить на карту свою жизнь», — мрачно сказала женщина. «Серьезная опасность. Расскажите мне об этом», — Ханли был заинтригован. Полгода назад одна из наших соседних ответвлений расы Нага, саблезубая раса, была полностью уничтожена. Все женские существа в расе были съедены, остались только их кости, а все существа мужского пола исчезли. После этого соседнюю расу скорпионохвостых постигла та же участь. В этой области моря есть только 3 ответвления расы Нага, включая нашу огненную янскую расу, и ни одна из наших 3 ветвей не обладает достаточной силой, но мы всегда помогали друг другу и умудрялись поддерживать жизнь наших рас. Теперь, когда 2 другие расы были уничтожены, на очереди наша огненная янская раса. Я до сих пор не смогла выяснить причину, по которой эти 2 расы были уничтожены, но мы пришли к выводу, что виновных должно быть несколько. Скорее всего, это дело одной из других могущественных рас. Жрицы других рас не уступали мне по силе в то время, что вот почему я сделала это собой и насильно увеличила свой уровень культивации, объяснила женщина. «А, так вы хотите, чтобы я остался здесь, чтобы защитить вашу расу? Вы так уверены во мне? Разве вы не боитесь, что даже я не смогу спасти всех?» Усмехнулся Ханли. «Я не знаю о вашем уровне культивации, но она определенно намного превосходит мою. Что касается ваших травм, в нашей огненной янской расе есть божественная таблетка палящего солнца, которая может вылечить все травмы, пока человек жив. Если вы хотите остаться и помочь мне, я буду рад предложить вам эту таблетку, сеньор». Женщина стиснула зубы и, наконец, вытащила свой козырь. Божественная таблетка палящего солнца. Это таблетка с элементом огня, верно? Вы не представляете себе серьезность моих травм, так что таблетка, которую вы мне предлагаете, для меня не очень эффективна, нахмурившись, сказал Ханли. Несмотря на то, что говорил Ханли, женщина почувствовала, что он заинтересован, и немедленно продолжила: «Будьте уверены, старший, эта таблетка не только была изготовлена с использованием внутреннего ядра двуглавого огненного змея, но и была закалена земляным огнем нашей расы в течение 1000 лет. Вот почему я вполне уверена в ее эффективности». Услышав это, на лице Ханли появилось нерешительное выражение. «Как насчет этого? Вы можете остаться в нашей расе на несколько дней и принять божественную таблетку. Если таблетка действительно окажется неэффективной, я больше не буду просить вас о помощи, но если она сработает, если эта божественная таблетка палящего солнца действительно может исцелить мои раны, то я, естественно, помогу вашей огненной янской расе пережить это испытание. Однако сначала я должен прояснить все детали. Если ваши враги слишком сильны, чтобы я мог с ними справиться, тогда наше соглашение будет недействительным», — спокойно сказал Ханли. «Конечно. Я бы не стал ожидать, что вы будете рисковать вашей жизнью ради такой незначительной расы, как наша». Женщина не только не была разочарована заявлением Ханли, но и пришла в восторг от его слов. Таким образом, Ханли кивнул в знак согласия и принял эту договоренность. Дальше все было довольно просто. Ханли расспросила об чужеземных расах в близлежащем районе моря, и женщина, ответив на все вопросы, проводила Ханли в тихое место для культивации.
Она достала белое сокровище, похожее на вуаль, и осторожно взмахнула им в воздухе, после чего сокровище превратилось в большое белое облако размером в несколько десятков футов. Облако вспыхнуло и подняло Хань Ли и его стул с земли, зависнув на высоте нескольких десятков футов. Женщина тоже забралась на это облако, что-то напевая, и облако вылетело из ворот дворца. Все змеиные существа, ожидавшие за воротами, почтительно поклонились, провожая удаляющуюся пару. Хотя облако двигалось не очень быстро, весь остров был размером всего несколько сотен километров. Таким образом, женщина и Хань Ли вскоре достигли подножия небольшой, но пышной и элегантной горы. Глава 1544. Чжу, Р и раса черной ракшасы. У подножия небольшой горы был двор, состоящий из нескольких зеленых деревянных хижин. Облако остановилось перед двором, и женщина с улыбкой повернулась к Хань Ли. «Что вы думаете об этом месте, старший хан?» Хань Ли глубоко вдохнул и кивнул с довольным выражением лица, почувствовав, как богатая духовная ци устремилась к нему. Женщина пришла в восторг от этого, и белое облако немедленно спустилось во двор по ее велению. Она толкнула дверь одной из деревянных хижин, а затем повернулась к Хань Ли, готовясь перенести его в хижину. Однако в этот момент Хань Ли внезапно улыбнулся и сказал: «Нет нужды больше вас беспокоить, госпожа, я могу войти сам». Тело Хань Ли качнулось, когда он говорил это, а затем он встал на белое облако и полетел на нем. Женщина была очень удивлена этим. «Мои раны все еще не зажили, но теперь я, по крайней мере, могу двигаться», — объяснил Хань Ли с улыбкой. «Тогда я должна поздравить вас, старший. Я думала о том, чтобы послать нескольких моих учеников присмотреть за вами, но, похоже, сейчас в этом нет необходимости. Уверена, вы не хотите, чтобы вас беспокоили», — старший, со спокойным выражением на лице сказала. «В самом деле, я бы предпочел, чтобы рядом со мной не было никого, пока я восстанавливаюсь от травм. Это довольно хорошее место, я останусь здесь на некоторое время. Было бы лучше, если бы вы принесли мне эту божественную таблетку палящего солнца как можно скорее. Если это действительно окажется эффективным, я сделаю все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее, и я обязательно сделаю все возможное для вашей расы», — серьезным тоном сказал Хань Ли. «Конечно, старший. Божественная таблетка палящего солнца все еще закаливается в земляном пламени, поэтому мне потребуется несколько дней, чтобы извлечь ее. Я надеюсь, что с вами все будет в порядке, старший», — объяснила женщина. «Я, естественно, готов подождать несколько дней. Теперь вы можете идти». «Я бы хотел немного отдохнуть», — спокойно кивнул Хань Ли. Видя, как Хань Ли просит ее уйти, женщина, естественно, согласилась. Она сразу же почтительно поклонилась Хань Ли и поспешно покинула внутренний двор на своем белом облаке. Хань Ли стоял на месте и смотрел, как белое облако исчезло вдалеке. Только тогда он развернулся и вошел в деревянную хижину, приготовленную для него. Хижина была не очень большой, и деревянной мебелью в ней почти не было. Хань Ли, не обращая внимания ни на что, направился прямо к деревянной кровати в углу комнаты, а затем сел на нее, скрестив ноги. Он выдохнул, и на его лице появилось измученное выражение. То, что я просто постоял какое-то время, полностью израсходовало всю магическую силу, которую я только что накопил. Похоже, я действительно потерял слишком много эссенции крови, пробормотал Хань Ли. Затем он провел рукой по своему браслету для хранения, и в его руке во вспышке слабого белого света появилось 5 разноцветных флаконов. Хань Ли вылил по несколько таблеток из каждого пузырька, а затем запихнул их все сразу в рот и закрыть глаза, чтобы переварить действие таблеток. Спустя несколько мгновений он почувствовал обжигающее ощущение в своем дантяне, после чего несколько всплесков прохладной и освежающей энергии начали циркулировать по его телу и меридианам, питая и восстанавливая его травмы. Хань Ли был доволен своим лечением. Как и ожидалось от регенерирующих таблеток, изготовленных с использованием множества тысячелетних духовных растений, они действительно были очень эффективны. Спустя некоторое время слабый слой золотого света покрыл тело Хань Ли, а над его головой появился слабый мерцающий золотой луч. В деревянной хижине стало совсем тихо, в то же время женщина вернулась в земляной город на своем белом облаке и спустилась перед дворцом на площади. Несколько десятков низших жрецов в белых одеждах все еще молча ждали ее там. «Пойдем со мной, Янну. Также вызови отряд охотников, который первым обнаружил Ханя. Я хочу задать им несколько вопросов», — проинструктировала женщина. Да, змеиные существа в белых одеждах сделали, как им было сказано, в то время как Янну снова последовал за женщиной во дворец. «Ты оставалась с этим человеком на протяжении всего путешествия сюда, расскажи мне свое впечатление о нем, а также все сделанные тобой наблюдения. Убедись, что не пропустили никаких деталей».
сказала женщина с серьезным выражением лица. «Я обязательно расскажу вам все, что знаю». В то время я дежурила в доке. Яну довольно нервничала под пристальным вниманием верховной жрицы, но она все же подробно рассказала наблюдения, сделанные во время своего времени, проведенного с Ханли. Несмотря на то, что рассказываемые события были довольно скучными и обыденными, женщина по-прежнему слушала с выражением восхищенного сосредоточения на лице. Несколько часов спустя змеиные охотники, впервые обнаружившие Ханли, прибыли во дворец в земляном городе на своих конях-ящерицах. Они что-то сказали змеям в белых одеждах за пределами дворца, а затем поспешно ворвались в ворота. Группа была там больше часа, прежде чем они, наконец, снова появились вместе с Яну. В этот момент женщина сидела на главном месте во дворце с нерешительным выражением лица, казалось, пытаясь решить какую-то дилемму. «У тебя какие-то проблемы, мама?» Во дворце внезапно раздался ясный голос. Женщина сначала дрогнула, услышав этот голос, а затем на ее лице появилось радостное выражение. «Жуэр, это ты? Когда ты вернулась?» В этот момент перед женщиной вспыхнул белый свет, и из него появилось стройное змеиное существо. Это была молодая змеиная женщина, которая выглядела лет на 17, с длинными черными волосами и несравненно красивыми чертами лица. В ее волосы была вплетена нить мерцающих серебряных колец, а за спиной торчали большой желтый лук и 3 костяные стрелы. Также на ее талии висел черный кожаный мешочек, а в руке она держала белый флаг. У этой женщины также была нижняя часть тела змеи, но она была чрезвычайно белой, до такой степени, что ее чешуя была едва видна. Она стояла там с яркой улыбкой на лице, обнажая пару милых маленьких ямочек на ее великолепном лице. «Это действительно ты, Джуэр. Твой уровень культивации заметно улучшился с тех пор, как я видела тебя в последний раз». Женщина поспешно поднялась на ноги с любящим взглядом на лице и заключила молодую змеиную женщину в крепкие объятия. «Могу сказать тебе то же самое, мама. Мы расстались всего несколько лет, но ты уже достигла стадии метаморфозы», — хихикнула Джуэр. «Ты слишком высокого мнения обо мне, Джуэр. У меня не было сил самостоятельно прорваться на эту стадию, я просто съела бессмертный плод, чтобы помочь мне», — вздохнула женщина, и ее улыбка исчезла. «Что? Ты съела бессмертный плод, мама? Тогда разве это не значит, что твоя продолжительность жизни сильно сократилась?» Девушка резко изменилась в лице и схватилась за запястье матери. Ее лицо стало смертельно бледным, оценивая состояние женщины своей духовной силой. «Какой смысл жить долго, если я не смогу прожить ее по достоинству? Кстати, твой мастер вернулся с тобой?» — спросила женщина с надеждой на лице. «Когда я получил твое письмо, мой мастер случайно оказался в гостях у друга на другом острове. Я боялась, что не успею вернуться вовремя, поэтому я взяла сокровища, которые мастер оставил для защиты острова, и вернулась сюда. Как только я прибыла, я увидела, как ты расспрашиваешь людей о каком-то мистере Хане, поэтому ждала, пока ты освободишься», — объяснила молодая женщина с озабоченным выражением лица. «Если твой мастер не может этого сделать, тогда ситуация не сулит нам ничего хорошего». Услышав это, женщина слегка изменилась в лице. «Мама, неужели наша раса действительно находится в такой серьезной опасности? Я даже принес с собой небесный рассевающий лук мастера. Если на нас не нападет кто-то, более чем в 10 раз сильнее меня, я буду в состоянии убить их одной стрелой», — уверенно сказала молодая женщина. «Жуэр, твоя культивация действительно заметно улучшилась, но ты примерно на той же стадии, что и я, прежде чем я съел бессмертный плод. Даже если бы твои силы увеличились в 10 раз, ты, скорее всего, не сможешь справиться с этим испытанием. Если бы твой мастер вернулся с тобой, возможно, мы были бы спасены, но в нынешних обстоятельствах». Голос женщины сменился смиренным вздохом, и она погладила дочь по волосам. «Письмо, которое ты послала мне, было довольно расплывчатым, мама. С чем же столкнулась наша раса, чтобы ты была в таком отчаянии? Ты даже съела бессмертный плод и пытаешься подлизаться к некоему неизвестному культиватору из высшей расы». Молодая женщина лежала на руках у матери и смотрела на нее с болью в глазах. Женщина, немного помедлив, похлопала дочь по плечу и сказала: «Раз ты вернулась на остров, просьба уйти сейчас, скорее всего, подвергнет вас еще большей опасности. Так и будет, я расскажу, что случилось. Я предполагаю, что ты уже знаешь, что 2 другие расы уже уничтожены. Да, ты упомянула об этом в своем письме, мама. Даже в этом случае, конечно, это не повод для такой тревоги. Эти 2 расы всегда были немного слабее, чем наша огненная янская раса, и уровни культивации их верховных жрецов были ниже твоих еще до того, как ты съела бессмертный плод», — недоуменно ответила молодая женщина. «Но знаете ли ты, какие существа были ответственны за уничтожение этих 2 рас?» Медленно спросила женщина. «Разве ты не говорила, что не было никаких зацепок, мама?» Услышав это, молодая женщина слегка запнулась.
целые две расы были полностью уничтожены. Независимо от того, насколько осторожно они действовали, нет никакого способа, чтобы они не оставили после себя никаких следов. Если я не ошибаюсь, то виновники этих атак, скорее всего, были заклятые враги нашей расы Нага, раса черных ракшасов, сказала женщина с намеком на страх в глазах. Раса черных ракшасов. Это невозможно. Согласно нашим историческим данным, эта раса была полностью уничтожена нашей расой Нага бесчисленное количество лет назад. Как они могли появиться в этом регионе? Молодая женщина явно слышала об этой расе черных ракшасов и говорила дрожащим голосом, а ее лицо побледнело еще больше. В самом деле, теоретически, раса черных ракшасов должна была исчезнуть во время битвы с нашей расой на Громовом континенте. Однако не исключено, что некоторым из них удалось выжить и избежать битвы. Кроме расы черных ракшасов, какие еще существа будут похищать наших мужчин и пожирать плоть наших женщин? Единственное, чего я не понимаю, это то, что наши расы были здесь уже тысячи лет. Если раса черных ракшасов тоже была поблизости, почему они так долго ждали, прежде чем напасть на нас? Сказав это, в глазах женщины появился намек на недоумение. Глава 1545. Заключение высшего меча в руку. Молодая женщина, естественно, не могла ответить на вопросы матери, но глубоко вздохнула и ответила собственным вопросом. Даже если нас действительно преследует раса черных ракшасов, разве мы не сможем разобраться с ними с твоим нынешним уровнем культивации? Я, естественно, была бы уверена в этом, если бы мы столкнулись с обычными существами расы черных ракшасов, но поставленным ими следам видно, что среди них есть члены королевской семьи расы черных ракшасов, ответила женщина, покачав головой. Королевские черные ракшасы. Это невозможно. Несколько небесных жрецов нашей расы Нага объединили свои силы для мощной техники прорицания бесчисленное количество лет назад. Разве они не обнаружили в то время, что все королевские силы расы черных ракшасов были уничтожены тогда? Воскликнула молодая женщина, не веря своим ушам. В то время мы также думали, что все существа расы черных ракшасов вымерли, но это явно не так. Следовательно, не исключено, что нескольким монархам черных ракшасов удалось сбежать из той битвы. Члены королевской семьи черных ракшасов обладают способностями, которые ставят нас, нагов, в крайне невыгодное положение, и, кроме королевской семьи нагов, другие существа нашей расы не смогут раскрыть даже 10-ю часть своих сил перед лицом королевской семьи черных ракшас. Прогресс в культивации королевских черных ракшасов определенно ненамного уступает существам великих рас на Громовом континенте. Теперь, когда они безрассудно истребляют наши расы, совершенно ясно, что они абсолютно уверены в их способность уничтожить всех нас, сказала женщина с озабоченным выражением лица. Услышав это, ее дочь тоже замолчала. Однако спустя несколько мгновений она внезапно продолжила. «Я все еще думаю, что не стоит так волноваться, мама. Если эти существа черных ракшасов действительно такие ужасающие, то почему они дали время на подготовку нашей огненной янской расе? Если они потеряли свои силы, уничтожив при этом две другие расы, это означает, что они все еще уязвимы для наших сил. Это было бы лучше, но не забывай обо всех мужчинах, которых они похитили». Услышав это, у молодой женщины внезапно возникла мысль, и ее лицо побледнело еще больше. Хочешь сказать, что они в настоящее время совершенно верно? Именно поэтому их раса стала заклятым врагом нашей расы Нага. Скорее всего, они нападут на нас только после того, как закончат это делать. В конце концов, наша огненная янская раса самая могущественная среди трех наших рас, и наш остров также охраняется более тщательно, чем остров двух других рас. Нет ничего удивительного в том, что они решили атаковать только после тщательной подготовки. Если этот господин Хань действительно обладает таким мощным уровнем культивации, как я думаю, тогда вполне может быть, что он может стать ключом к выживанию нашей расы, мрачно сказала женщина. Неужели этот человек настолько силен? Судя по твоему разговору с остальными, я слышал, что у него очень тяжелые травмы. Будет ли он вообще нам полезен? Девушка нахмурила брови с недоумением на лице. «Я уже решила дать ему божественную таблетку палящего солнца», — спокойно сказала женщина. «Что? Ты хочешь дать ему божественную таблетку? Ты не можешь это сделать. Если ты выпьешь божественную таблетку сама, то сможешь восстановить часть своей утраченной продолжительности жизни. Вместо этого ты хочешь отдать эту таблетку ему», — яростно возразила молодая женщина, вырываясь из рук матери. «Вот почему я сомневаюсь. Если уровень культивации этого человека сопоставим с уровнем культивации нашего мастера, то, естественно, было бы стоящим вложением денег дать ему божественную таблетку. Однако, если он не намного сильнее меня и только скрывает уровень своей культивации с помощью особого сокровища, то это будет большой потерей», — вздохнула женщина с кривой улыбкой. «Как этот человек может сравниться с моим мастером?
Она — существо 5-го уровня высшей расы, одна из 5 самых могущественных культиваторов в этом соседнем регионе. Скептически сказала молодая женщина. Женщина, немного помедлив, сказала: «Я не смогла определить уровень его культивации, но я смогла сделать вывод, что он определенно намного могущественнее меня. Даже с такими серьезными травмами мои инстинкты все же говорили мне, что он может с легкостью убить меня. В противном случае я бы не приложила столько усилий, умоляя его остаться. Если этот человек действительно может помочь нашей расе пережить это испытание, то дать ему божественную таблетку не проблема. Судя по твоему предыдущему разговору, похоже, что этот человек все это время не демонстрировал тебе никакой своей силы. Если мы дадим ему божественную таблетку палящего солнца вот так, это будет просто слепое вложение. Даже если мы решим дать ему таблетку, мы должны сначала его проверить», — сказала молодая женщина, нахмурив брови. «Испытать его. Как мы собираемся это сделать, если он в настоящее время далек от своего пикового состояния?» Хотя женщине показалось заманчивым это предложение, она не понимала, как это возможно. Даже если у него серьезные травмы, высокоранговое существо из высшей расы, подобное ему, несомненно, обладает сильным духовным чутьем. Как насчет того, чтобы я сопровождала тебя, когда ты дашь ему божественную таблетку палящего солнца, чтобы увидеть его лично? Если этот мужчина действительно обладает непостижимой силой, то мы можем дать ему эту таблетку. Если нет, то мы определенно не сможем передать такую важную таблетку для нашей расы», — сказала девушка решительным тоном. Что ж, услышав это, женщина начала заколебаться. Божественная таблетка палящего солнца действительно могла в значительной степени восстановить ее продолжительность жизни, поэтому она очень неохотно предлагала ее кому-то другому, если это не было по достойной причине. «Хорошо, ты можешь попробовать, Чжуэр, но что бы ты ни делала, не переступай черту и не переходи дорогу этому человеку», — в конце концов женщина согласно кивнула. «Не волнуйся, мама, я сделаю все в рамках разумного», — ответила молодая женщина с милой улыбкой. «Я смогу извлечь божественную таблетку из земляного огня через 3 дня. Тогда ты сможешь пойти со мной навестить этого человека. Раса черных ракшасов, скорее всего, не заставит себя долго ждать, и я послала за помощью к нескольким расам, с которыми мы в дружеских отношениях, но я не думаю, что мы можем на них рассчитывать. В это время я поговорю со старейшинами нашей расы, чтобы еще больше укрепить оборону нашего острова», — решила женщина. Жуэр решительно кивнула в ответ, и после этого они двое начали обсуждать некоторые детали, касающиеся их оборонительных усилий против расы черных ракшасов. День пролетел в мгновение ика. Хань Ли сидел, скрестив ноги, у подножия небольшой горы и внезапно открыл глаза, когда золотой свет, исходящий от его тела, исчез. Его слегка тусклые глаза, казалось, немного просветлели, и с равнодушным выражением на своем лице он поднял руку перед собой и медленно сжал в кулак. Затем он тяжело вздохнул. Несмотря на то, что он восстановил часть своей магической силы, он израсходовал слишком много духовной силы и эссенции крови. Даже с его огромным запасом таблеток, скорее всего, потребуется 3 или 4 года, прежде чем он сможет выздороветь до своего пикового состояния. Однако он согласился остаться на этом острове, поэтому, естественно, был уверен в своей способности защитить себя. Имея это в виду, Хань Ли внезапно взмахнул рукавом, и изнутри появился черный браслет, вслед за которым вырвались полоса черного света и шар золотого света. Затем черные и золотые огни предстали перед ним в виде маленькой черной обезьяны и маленького киринского леопарда. Это был никто иной, как его зверь плачущей души и его киринский леопард. Хань Ли не был уверен в силе зверя плачущей души, но знал, что киринский леопард уже был сопоставим с существом стадии божественной трансформации. Он едва смог вызвать этих двух зверей после длительного периода отдыха и восстановления сил, который позволил ему восстановить некоторую магическую силу и духовное чутье. Когда он только проснулся в той долине, он никак не мог этого сделать. Как только появились 2 духовных зверя, зверь плачущей души прыгнул на плечо Хань Ли с нахальной улыбкой на лице. Киринский леопард бросился в руки Хань Ли, оставив после себя остаточное изображение, и нежно облизал тыльную сторону руки Хань Ли, оставив на его коже довольно теплое ощущение. Хань Ли улыбнулся, погладив 2 зверей, а затем снова принудительно активировал свое духовное чутье, чтобы дать им несколько инструкций. Таким образом, зверь плачущей души спрыгнул с его плеча и резко раздулся во вспышке черного света, приняв облик Хань Ли вплоть до его одежды. Сразу после этого этот Хань Ли сел рядом с Хань Ли, скрестив ноги, и тоже начал медитировать. Тем временем киринский леопард вырвался из рук Хань Ли и внезапно исчез, спрятавшись где-то в комнате. После всего этого Хань Ли провел рукой по своему браслету для хранения, и во вспышке духовного света появилась стопка флагов формации разного цвета. Он поднял руку, и флаги формации исчезли в окружающих стенах в виде полосок духовного света. В это же время за деревянной хижиной возник мигающий барьер белого света. Сделав все это, Хань Ли наконец вздохнул с облегчением и после короткой паузы внезапно поднял руку, осмотрев ее с торжественным выражением лица.
На его руке была еле заметная желтая метка, и когда он внимательно смотрелся, в его глазах вспыхнул синий свет. После короткого колебания из его руки вспыхнул лазурный свет, и он сосредоточил то немногое, что осталось от его духовной силы, на метку. В результате слабая и нечеткая желтая метка сразу стала более четкой и яркой. Судя по ее форме и размеру, можно было сказать, что это был никто иной, как высший небесный плод, который исчез сразу после того, как Хань Ли нанес удар мечом, в результате которого он потерял сознание. Таким образом, он понятия не имел, как фрукту удалось заключить себя в его руку. Хотя брови Хань Ли были нахмурены, на его лице появилось слегка озадаченное выражение. С жалким количеством магической силы, оставшейся в его теле, все, что он мог сделать, это сделать желтую метку немного четче, чем раньше. Таков был предел его нынешних способностей. От этого Хань Ли чувствовал себя неловко. Не говоря уже о силе длинного меча, в который превратился высший небесный плод от одного лишь воспоминания о цене, которую он должен был заплатить, чтобы нанести единственный удар мечом, у него все еще бежали мурашки по спине. Если бы он использовал меч в бою, он, скорее всего, нанес бы себе примерно такой же урон, как и своим врагам. Спустя долгое время Хань Ли наконец позволил своей руке упасть на бок. К этому времени он уже принял решение. Как только он восстановит свою магическую силу, он немедленно вытеснит это сокровище из своей руки. Иначе было бы слишком тревожно держать в руке такое изменчивое сокровище.